Ну, уже просто не культурно получается, потому что я игнорирую шок, вербовку, шария, и теперь я должен хоть что-то объяснить людям. Поэтому, да, я должен объясниться. Но я не знаю, как мне это объяснить. Может, извиниться. А может, дать вам просто послушать телефонные разговоры Шиловой. Опубликовать это уже ваше дело, как вы решите нужным, там, опубликовать его, дать его общественности. А о какой цифре идет речь? Ну, давайте будем думать, о какой цифре. Ну, так как вы не романтики, вы просто озвучиваете то, что вы можете, а я могу об этом переговорить. Ну да, я имею в виду цифра, 100 условных. Не знаю, это, конечно, вряд ли, сразу вам скажу. Пусть дальше вредит. Нет, мы готовы... Федерации. Нет, мы готовы, конечно, обсуждать эти цифры, да, с вами. Я к тому, что на самом деле содержание видео, оно колоссальное, то, что там есть. Что она сказала? Я наношу вред Федерации? Федерации? Какой Федерации? А вы это просто частная структура, да? Ну, сложно... Почти. Нет, я не буду называть конкретно в какой структуре, но скажем так, что от того, что если я вам скажу, то вы, может, с нами общаться не станете. Это не столь важно. Дело в том, что он нам тоже насолил прилично, и поэтому нам он не нужен. Ну, я не могу разговаривать об этом с представителями вашей структуры логической. Я такой вопрос задам. Нет, естественно, официально вы не можете, потому что это и нам тоже невыгодно. Не-не-не-не-не-не. Я имею в виду, я так понимаю, что эта структура ваша является все-таки больше в сторону государственной. Ну да, скажем так. Я поняла. Вот. Хорошо. Тогда вы просто мне намекните, что это государство, которое там стремится в ЕС у нас, да? Или нет? Ну, кто-то стремится, кто-то не стремится, скажем так, относительно. У каждого свои интересы, и у каждого свое видение этого. Я имею в виду, что страна, из которой вы, та, которая официально хочет стремиться в ЕС официально, или нет, просто это для... Ну, скажем так, хорошо, окей, если скажем. Но как бы об этом я не хочу сейчас распространяться, потому что... Нет, я понимаю, что если я с кем-то буду разговаривать, то, возможно, я буду разговаривать с вашим руководством. Или там, это будет довольно смешно выглядеть, понимаете? Ну, я понимаю, хорошо. Поэтому я должна примерно понимать, саму. Ну, я думаю, вы меня поняли прекрасно. Да, я вас поняла, конечно. Поэтому я жду кусочек для того, чтобы можно было предъявить. Ну, давайте, тогда, в общем-то, сейчас я вам СМС скину, да, если у вас еще какие-то вопросы есть, то мы, в общем-то, будем обсуждать там возможность. А вы поняли, что она сказала и с каким руководством какой организации она будет общаться? Ребята, давайте я скажу так, это мое личное мнение. Мне кажется, что очень многих людей, у которых в голове вата, извините, вот так я скажу, голова набита ватой, их поставили уже давно на учет, каждого подписчика, каждого переписали, и на каждого уже есть маленькая крошечная папочка. В свое время эту папочку откроют. Но слушаем дальше. Поэтому, если вы даете добро дать затравочку, Верочка, можно я с дядей поговорю? Сейчас, извините. Да, конечно. Хорошо, я дам тебе мультики на компьютере. Можно я с дядей договорю? Все, спасибо. Все, хорошо. Значит, если вы даете, то мы сейчас это обложим в соответствующий уровень, да, такую презентацию, затравку, и будем ждать, а вторник всегда у меня переговоры. Ну, давайте тогда даем сейчас эту затравку, то есть для... в качестве такого пиара, чтобы интересно. Анонса. Да. Я называю анонс. Анонс. Да. Знаете, как блокбастер. Ну да. Будет, как превью называется, и ко вторнику уже может это подогреть. Я думаю, будет нарастет волна, конечно, да. Вы понимаете, о чем я говорю. Да. Ну, в общем, я тогда даю добро. То есть можете это дело уже... Если бы им этот кусочек показали, это был бы процесс уже необратимый, понимаете? И все. То есть это было бы проще, уже намного проще. То есть это был бы интерес уже такой бы подогрелся к этому всему, что остальное было бы уже делом техники.
Ну, это я говорю вам просто как пиарщик. 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 Это я вам как пиарщик говорю. Это я вам как пиарщик говорю. Ну а теперь давайте, чтобы вот лишнего не говорить, покажем версию полную. Такой вариант сотрудничества вас устраивает? Ну да, просто надо решить другой вопрос. Вопрос как бы... Это не касается Соединенных Штатов или какой-то моей предвзятости, как вам, как вашего государства. Но есть вариант негативного плана. Вы можете по этому поводу не волноваться. Я не особо волнуюсь, просто хотелось бы узнать сумму. Я не особо волнуюсь, просто хотелось бы узнать сумму. Это 230 тысяч долларов. 230 тысяч это разово, то есть или... Мы с вами позже обсудим этот вопрос. Я Но не для знаю. этого вы должны сделать кое-что Да. очень важное. Поцеловать эту собачку. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо от всех людей Донбасса. Я должен сказать свое слово по поводу украинских СМИ. Украинские СМИ не понесли эту ахинею, хотя им ее настойчиво предлагали даже за деньги. Ну, а теперь самое главное. Вы думаете, о чем я сказал по поводу того, что спасибо, спасибо. Дело в том, что, в общем, одному человеку шлют деньги на детей Донбасса, на хорошие всякие вещи. Ну, а теперь эти деньги на самом деле пойдут на детей Донбасса. В общем, 50 тысяч долларов на дороге не валяются. Мы не будем говорить, каким образом и что мы делаем, потому что потом меня опять присовокупят к какому-то спонсированию чего-то там нехорошего. В общем, дети Донбасса передают большой привет, как я уже говорил. И запомните, я буду один за одним уничтожать проекты, ну, когда будет свободное время, которые созданы для того, чтобы наживаться на людях, которым и так плохо. Украина великая страна, кстати.